Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вместе с вами приготовим кукис-торт. В этом рецепте я буду использовать печенье. Это известное американское печенье с шоколадной крошкой, кукис. Торт по вкусу получается просто фантастически. Готовится очень просто из доступных продуктов. Начнем с бисквита. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Для бисквита я подготовила чистую емкость. В чистую емкость добавляю 4 яйца. Небольшое количество соли. Яичную массу нужно будет немножечко взбить. К яйцам добавляю сахар 175 грамм. Сахар я измельчила в пудру. Сюда же добавляю чайную ложку ванильной пасты. Яично-сахарную смесь нужно будет хорошо взбить. Масса должна увеличиться вдвое. Вот такая пышная масса у нас должна получиться. Добавляю 150 грамм размягченного сливочного масла. Масло должно быть очень мягкое. И взбиваю венчиком на маленьких оборотах. Масло со взбитыми яйцами должно хорошо соединиться. Теперь берем 300 грамм муки. В муку отправляю пакетик разрыхлителя. «40 грамм кукурузного крахмала. 100 грамм шоколадной крошки. Все хорошо перемешиваю. Для того, чтобы капли равномерно, шоколадные капли равномерно распределились в корже, их лучше смешивать вместе с мукой. Мучную смесь высыпаю в яично-масляную смесь. Все хорошо перемешиваю венчиком. Должно получиться густое тесто. В тесто добавлю 100 мл горячего молока. Молоко я заранее разогрела.
Все хорошо вымешиваем. Я буду выпекать сегодня 2 одинаковых коржа. Массу выкладываю на противень, застеленный пекарской бумагой. Противень диаметром 26 сантиметров. Тесто нужно будет равномерно распределить по всему противню. С помощью ложки равномерно распределяю тесто по всей форме. Теперь беру печеньку, ломаю ее на несколько частей. И каждую крошечку погружаю в тесто. Беру еще одну печеньку. Потребуется 2 печеньки кукис на форму диаметром 26 сантиметров. Теперь беру ложечкой, разравниваю тесто так, чтобы печеньки хорошо погрузились, чтобы их было не видно. Все хорошо вот так разравниваем. Бисквит буду выпекать в заранее разогретой духовке на 180 градусов. Ну все, бисквит отправляю в духовку. Первый корж готов. Он отлично пропекся. Посмотрите, какой у него красивый цвет. Выпекала бисквит ровно 40 минут. Горячему коржу дам отлежаться при комнатной температуре в течение ночи. И сейчас приступлю к выпечке второго коржа. Остывшие коржи разрежу напополам. Я это буду делать с помощью ножа. Сначала делаю надрезы. И теперь вот полностью ножом прохожу по надрезам. Вот такой плотный корж должен у вас быть. Посмотрите, он в то же время очень воздушный. Также поступлю со вторым коржом.
Структура теста очень плотная. Бисквит пористый, воздушный. И от бисквита отходит очень приятный шоколадный аромат. Разрезанные бисквиты отставляю в сторонку. Теперь приготовим крем. Для крема нам понадобится 500 грамм сметаны. Сметана 30% жирности. Продукты для крема должны быть все охлажденные. Добавляю 3 пачки ванили. Сметану с ванильным сахаром нужно будет хорошенько взбить. Во взбитую сметану добавляю 300 мл сгущенного молока. Всю эту массу опять хорошенько взбиваю. И сюда же отправляю 500 грамм маскарпоне. И на небольших оборотах все взбиваю. Крем получается в меру сладкий. Если вы сладкоежка, можете добавить пару ложек сахарной пудры в крем. Ну а теперь приступим к сборке торта. Поверхность блюда смазываю небольшим количеством крема. Укладываю корж. Поверх коржа крем. Крем у меня получился немножко жидковатый, но это не беда. Я думаю, что на 50 миллилитров сгущенки нужно было добавить меньше. Не 300 миллилитров, а 250. Но вкус крема от этого не меняется. Просто структура немножко жидковатая. Но не страшно. Старайтесь хорошо смазывать кремом. Не жалейте, крема много. Укладываем второй корж. И так поступаем со всеми остальными коржами. Торт можно было собирать тоже в разъемном кольце, но я решила так просто. Торт отправлю на несколько часов в холодильник для того, чтобы он хорошенько пропитался и охладился.
Готовый торт украсим шоколадной глазурью. Для глазури мне потребуется 150 грамм шоколада, у меня здесь молочная. Грамм горячих сливок, я их заранее закипятила, заливаем шоколад. Сюда же добавляю чайную ложку топленого сливочного масла. Все хорошо перемешиваю. Шоколад должен полностью раствориться. Топленое масло делает глазурь очень блестящей. По структуре она очень плотная. Шоколадную массу нужно будет хорошенько остудить. Бока охлажденного торта смажем оставшимся кремом. И теперь по своему усмотрению верх торта можно украсить шоколадной глазурью. Остатки шоколадной глазури можно заморозить и использовать в дальнейшей выпечке. Верх торта украшу печеньем кокис. Сейчас покажу, как торт выглядит в разрезе. Вау, какой аппетитный кусочек. Тортик отлично смотрится в разрезе. Крем хорошенько пропитал коржи. Глазурь не растекается. Ну что еще можно добавить к этому ко всему? Я вам всем желаю приятного просмотра видео и до новых встреч!